Привет, ребят! На моем канале выходило несколько полных видео по теме кифоза грудного отдела, которые всегда будут доступны и актуальны. Но в этом видео я бы хотел отдельно поговорить о том, почему они подходят не всем и не всегда, и что нужно делать для того, чтобы они точно помогли вам. Каждый из этих комплексов я составлял под себя и под свой случай искривления. Как было у меня был психосоматический кифоз, который не был связан с резким ростом в подростковом возрасте и не был связан с тем, что короткие мышцы ног стягивали меня вниз. Это случилось гораздо позже и уже было связано со сглаженным лордозом поясницы. Как было у вас, я могу лишь предположить, что либо это было так же, как и у меня, либо наоборот, ваш кифоз был связан из-за того, что был резкий рост в подростковом возрасте, и мышцы не успели развиться и стали стягивать вас вниз. Либо вообще ваш кифоз развился уже во взрослом возрасте и был связан с сидячим образом жизни и другими привычками. Соответственно, если у вас было так же, как и у меня, вам нужно первым делом лечить не спину, а психосоматику, разбираться, почему телу выгодно сутулиться и в первую очередь прорабатывать этот момент, и только потом приступать к упражнениям на спину. Со всеми этими этапами мы работаем на индивидуальных занятиях. Если же у вас кифоз – это следствие образа жизни, полученный, развившийся во взрослом возрасте, то вам можно просто начать выполнять все комплексы, они будут компенсировать избыточную нагрузку, но также важно работать над уменьшением этой избыточной нагрузки. Это может быть замена стула или изменение позы сидения. И последнее, если же все это у вас началось в подростковом возрасте и связано с резким ростом и тем, что мышцы не успели развиться и начали стягивать тело вниз, то вам в любом случае нужно первым этапом подготовить организм к этапу выпрямления, а это растянуть все мышцы от поясницы и ниже, включая поясничные мышцы. Как можно протестировать себя, вы можете посмотреть в этих коротких видео. Также важно знать последовательность, то есть хронологию ваших искривлений. От этого будет зависеть последовательность вашей работы. Например, у меня сначала случился перекос плеч из-за неправильной позы сидения и ношения рюкзака на одном плече. Так и развился сколиоз, одна дуга. Далее я начал сильно сутулиться, из-за чего развился кифоз грудного отдела и изменился шейный лордоз. И только после всего этого у меня начал развиваться сглаженный лордоз поясницы из-за того, что резко начала ухудшаться растяжка в ногах, плюс бытовые привычки сидения. Все это привело к тому, что мышцы ног начали стягивать поясницу. И уже сглаженный поясничный лордоз стал причиной развития грыжи и протрузии в поясничном отделе, так как вся нагрузка на тренировках с такой поясницей это провоцировало. Соответственно, я работал на свой страх и риск, но интуитивно последовательность была практически правильной. Первое, я начал работать с поясницей. Задача была избавиться от грыжи и протрузий в поясничном отделе, потому что с больной поясницей невозможно работать ни над одним отделом. Получилось это сделать не с первого раза, но получилось, и об этом рассказываю в этих видео.
Далее я начал работать над грудным кифозом. И здесь первым шагом для меня была работа с головой, и мне помогли медитации и глубинное осознание причинно-следственных связей. Только после этого я приступил к изучению и выполнению различных упражнений, связанных с кифозом. Do not go gentle into that good night. Следующий шаг, добившись определенных результатов в работе с кифозом грудного отдела, я заметил улучшение и в сколиозе, после чего я приступил к восстановлению симметрии плеч. Последние два этапа – это работа с круглыми плечами и возвращение к работе с поясничным лордозом. В теории он мог перетянуть весь мой результат обратно вниз, так как ему уже не хватало длины мышц ног и поясницы, из-за чего у меня всегда были согнутые ноги в коленях и поясница натянута вниз. Instinct. Instinct. Самое главное, помните, что максимальный и постоянный результат возможен только при правильном последовательном подходе. Han made this. Instinct.
Han made this.